Добрый день, дорогие друзья! Привет вам из Варны. Я здесь потом расскажу, как, что и почем. А сейчас надо снимать. За моей спиной бульвар Сливница, вниз туда. До моря 150-200 метров. И сейчас я иду по задачам медицинским. И по дороге буду вам снимать то, что откроется моему взору. Сейчас мы находимся на центральном бульваре Князь Борис. И как бы такое пересечение с бульваром Сливница. Вот здесь, где машины едут, начинается проезжая часть бульвара Князь Борис. Или же кончается, если продолжить движение, как я сейчас буду идти. С левой стороны находится хитовый отель «Черное море», построенный еще в советские времена. И сам бульвар, его покрытие, претерпел пару лет легкую реконструкцию. То есть поставили вот эту плитку интересную. Она похожа на такую типа брусчатки, такие как кирпичики. И видите, вот это именно настоящий, называется идеальный центр Варны. Пупок, животик так называемый Варны, да. Здесь вот преемственность по времени сохраняется, то есть мало изменений. Вот здесь, как всегда, продавали книги. Та же самая архитектура, что и была 15 лет назад, когда я первый раз оказался в Варне. Здесь, видите, вон вышел парень из таких дверей, пару ступенечек вниз. Там мой любимый магазин продуктовый. Видите, в Варне имеет место маленькие магазины. Вот, ребята, зашли, вот там такая надпись красная: алкохол. Это и есть те маленькие любимые варнинские магазины. Это задняя улица за отелем «Черное море». Вот отель «Черное море» сам. Ой, кажется, 22 этажа. На последнем этаже мы были как-то с Эмилем. У меня есть видео на канале. Если нет, то пишите, кому интересно. Там ресторан «Панорама». Кофе стоило тогда эквивалент в молдавских леях 25 лей. Или же 1 евро 25 центов. Вот очень красивые варнинские улочки, архитектура. Очень уютно здесь. И так, сейчас не понял. И спокойно. Ага. Болгарская кухня. Я ищу болгарскую кухню, она немножко дальше. И там же на той улочке находится то знаменитое кафе, в котором натуральный кофе стоит 5 лей. Там вот видно, видите, такое куполообразное здание. Это Гыбова баня. Гыба — это грибова баня, скажем так. Она заброшена, но я застал, когда она еще работала, и там был продовольственный магазин в том же здании. Потом проверим, что с ним, что в том году. А тот год был у нас совсем недавно. Мы были здесь в октябре, если помните. Вот церковь. Так, а здесь легкая реконструкция здания. Тут раньше было кафе, и вот знаменитая болгарская кухня. Тут раньше были более-менее демократичные цены. Сейчас цены поднялись, конечно. И вон там вот стоит, видите, вдалеке фонарь, и девушка стоит там. Так. Вот там тот магазинчик, где кофе натуральный, 5 молдавских лей, эквивалент. Очень красивые деревца. Сейчас начало, весны, апрель месяц. Зелени еще нет. Такой. Погода сейчас абсолютно одинаковая, как и в Кишиневе, такая же, как и в Кишиневе. Летом здесь не так жарко, нету пекла в Варне. А зимой теплее градусов примерно на 10.
весна именно тот период времени, когда температуры сравниваются в Кишиневе и Варне. Мы идем по бульвару, пешеходной части бульвара Князь Борис. Здесь очень интересные магазины. Тут я себе купил мокасины, кстати, эквивалент 650 молдавских лей. На центральной улице, в бутике. В Кишиневе такого вы не найдете. Даже в секонд-хенде. И сейчас я немножко передохну. Продолжаем наше движение по Князь Борис. Я хочу себе купить телефонную, сим-карту, чтобы иметь связь со своими друзьями и коллегами, и немножко интернета. В том году, вы помните, я покупал. Цены вас не интересуют. Вот тоже тут центральная такая разделка. Вот мы сейчас зайдем в этот бывший МТЛ А1 оператор. Узнаем тут цены. Продолжаем наше движение по Князь Борис. И хотел вам показать, видите, как здесь уважают кошек, и как кошки здесь какие ручные. Варни, это Леонардо, магазин оптики. И здесь кошки кисы, потому что кошки хорошо видят, и они здесь как зазывалы в этом магазине. Киса, видите, какие ручные кошечки, кис. Они даже не думают пугаться. Видите, каждый занят своим делом. Особенно этот, кисуня. Он аж спит, видите? Ручные кошки в Варне. Никто их не обижает, не трогает, не гонит никуда. Кормят их тут. Очень хорошо, очень хорошо. Князь Борис. А я сейчас хочу проверить вот этот вот аквариум возле церкви. Видите, здесь вот дельфин такой. Дельфинчик. Это такой фонтан. Да, вот мне подсказывают люди. Дельфин фонтан. Он сейчас не работает. А здесь терраса. Я здесь снимал с этой террасы, только видео нету. Украли вместе с когда телефон. А и компьютер когда украли. И вот Даки магазин рядом. И это кафе называется Дельфин. Видите? Вот там, где девушка такая в нижнем белье. Такая красивый манекен. Вот это кафе Дельфин. Вот здесь. Вот я зашел, как и обещал, в аквариум под названием Дельфин. И хочу вам показать болгарскую традицию, когда подают кофе. Такие трубочки. Называется косметчик. Сейчас я вам покажу, что попалось мне. Косметчик. Вот они, вот такие вот трубочки, видите? Она туго свернута и с таким колечком пластмассовым. Я сейчас вам покажу, что попалось мне. Вот мой косметчик. Здесь написано: очаквави приятная изненада, сюрприз. Вас ожидает приятная неожиданность. В переводе с болгарского это означает. Да, я уже купил себе за 80 молдавских лей 4 евро сим-карточку сюда. И сюда входит 6 гигабайт интернета и 400 минут в сети Viva.com, оператора Viva.com, и не знаю, сколько минут на других операторов, я что-то подзабыл спросить. Да, вот так вот. Вот такая вот интересная кафешка застекленная. Я назвал его аквариумом, и тем более оно называется Дельфин. Ну, самое то название, да. И здесь вот Князь Борис, который я снимал, центральный бульвар, пешеходная его часть, где расположены всякие магазины, очень много всяческих магазинов интересных, с очень интересными ценами. Здесь я покупал себе мокасины, напомню еще раз, за 650 лей, 32 евро на центральном бульваре, такие набуковые, красивые, темно-синего цвета, такие модные, короче, прикольные, мягкие. Вот прямо в центре. Здесь тоже есть магазин, несколько магазинов Рифан. Это фирменная болгарская парфюмерия. И 100 миллилитров стоит 250 лей. Да, я купил в подарок вот Рифан Gold Collection. И вот сейчас я вам покажу большой флакон. Вот этот вот
100-миллиметровый флакон. 100 миллилитров здесь. Вот, видите, на тыльной стороне 100 миллилитров стоит 250-260 молдавских лей. Они все сделаны по французской технологии. И разливают их здесь, в Болгарии, да. И еще в подарок дают там дезодорант какой-то, какую-то воду туалетную после бритья в таком плане.